Действительно, нынешняя ситуация в Южной Осетии ставит под серьезным ударом имидж России в целом в международной политике. Во-первых, мы искренне считаем, что я сам лично так считаю и убежденно веду эту линию на всех площадках, что 4 года назад Россия вернула себе исторические функции на Кавказе, и очень хорошо, что Россия там присутствовали исторически, но сейчас 4 года назад вернула себе эти функции. Сейчас нынешняя ситуация бьет именно по этой функции, по роли России быть арбитром, если хотите, и гарантом безопасности народов, субъектов и региона в целом. Второй, эта ситуация ставит под ударом действия самой России 4 года назад и акт признания Южной Осетии и Абхазии. С другой стороны, Россия является посредником в других конфликтах, в том числе и на Нагорно-Карабахском. Такая ситуация вызывает определенные вопросы к тем мерам, которые Россия будет предпринимать в регионе в рамках посреднической миссии и по Нагорному Карабаху, и по Приднестровью. Еще другой аспект, не секрет, что Россия или российский фактор присутствует в ряде странах СНГ. И дальнейшее активное действие по этому направлению или сотрудничество с политическими партиями или с политическими лидерами в странах СНГ могут стать предметом спекуляции и могут как бы повернуть все это против России, показав пример Южной Осетии. Я думаю, что эти аспекты составляют очень серьезный стратегический пакет, и по сравнению с этими очень важными, скажем, вопросами, предвыборная какая-то риторика или антироссийское какое-то высказывание со стороны отдельных деятелей потеряет смысл, потому что можно провести аналог ситуации с Абхазией, когда Багапшу приписали там антигрузинскую позицию, прогрузинскую позицию, что при Багапше Абхазия будет потеряна, и обосновали это более чем убедительными такими факторами, как супруга там грузинка или мигрелька, он в Москве или в России тусуется с грузинскими бизнесменами, часто бывает в Тбилиси. А сегодня что мы смотрим? Россия на уровне руководства старается, что в Абхазии осуществили как бы курс Багапша. Хочу сказать, вот для меня вызывает, если можно, позвольте, все эти доводы как-то несерьезные, что вот гипотетически там Тадеев может завтра повлиять или какие-то гипотетические коррупционеры появятся там. Это при том, когда всем известно, какая коррупционная система там сегодня действует. И второй, очень важный аспект, действительно, коллеги, надо понимать, изучать серьезно народы, менталитет, стремления и какие-то особенности мышления и поведения перед тем, как принимать политическое решение. Я абсолютно согласен с коллегами, что мы имеем дело с народом, а не с отдельными политиками, которые манипулируют народом. Надо исходить из этого. И чем быстрее признать вот выбор народа, тем лучше. Тогда все эти риски вот по имиджу России автоматически будут сняты. По-другому ситуация может очень быстро развиваться по худшему сценарию. Всем известно, более чем известно, что там ситуация на грани уже конфликта, и каждую минуту, ежеминутно может выйти из-под контроля. Тогда уже поздно будет, даже российский десант не сможет ничего исправить. А что означает, вот я, кстати, вчера прочитал один материал
один из комментаторов просто простую схему предлагает. Говорит, наша беда в том, что по выборам по Южной Осетии мы относились так, как будто это субъект России, и мы назначаем очередного губернатора. Вот секрет именно в этом. Надо просто элементарно подойти к нюансам. А то, что можно было эту ситуацию предвидеть, может, субъективно я скажу, для меня совершенно понятно было, что ситуация к этому идет тогда, когда какой-то очень открыто дал сигнал, что он хочет остаться на третий срок. Ему дали понять, в том числе из Москвы, что так неправильно. Если российский уважаемый руководитель не идет на третий срок, тем более уж Эдуард какой-то не имеет на это ни моральное, ни юридическое право. Все остальное протекает именно в этом направлении. Какой-то со своими партнерами, коллегами в средних звенах, низких или высших эшелонов российской власти обеспечил схему, при котором он может повлиять на ситуацию в Южной Осетии. И, наверное, те, которые этим занимаются, согласились с этой схемой. Еще раз повторяю, для меня совершенно очевидно было, что ситуация развивается именно по этому пути, потому что действующая власть любыми способами хочет сохранить свое влияние. И, к сожалению, ради этого, наверное, готовы и к кровопролитию. Вот единственный вопрос: сейчас надо заново выступить в качестве миротворца. Что может делать Москва? Сейчас выступить в качестве миротворца уже во внутриполитической ситуации, при этом уважать равносубъектность. Не подойти так, что это оппозиционер, значит, враг. Это с кем-то когда-то имели телефонную беседу, значит, надо очистить из Южной Осетии. Если так подойти, наверное, те, которые сегодня правят Южной Осетией, к ним очень много претензий, именно если подойти с этой точки зрения.